Добрый день! В данном видео я хочу представить нашу собственную разработку. Это система мониторинга KeyVisor. Чем она хороша? Тем, что в принципе это очень доступно по цене и легко устанавливаемо даже без нашего участия. То есть ваши специалистами заказчика можно установить эту систему и своими силами ее настроить. Система мониторинга нацелена на то, чтобы можно было посмотреть любые параметры за любой период работы оборудования. Нашей обязательной целью при реализации каких-либо проектов это есть установка данного программного обеспечения для того, чтобы в дальнейшем помочь заказчику в решении каких-либо задач или вопросов и самим понимать, что происходит с оборудованием, которое мы установили. Немного расскажу о функциях и возможностях данной системы мониторинга. Во-первых, можно задать период любой, как во временном порядке, так и за 12 часов, за день, за неделю или за месяц. Сразу хочу сказать, что специалисты службы качества начинают свой рабочий день с того, что приходят на работу, открывают систему KeyVisor и смотрят, какие были СИПы, какое оборудование мылось, какие при этом были параметры, температуры, концентрации и время. Давайте пройдемся по одной из программ мойки оборудования. Что мы здесь можем видеть? В принципе, сама программа, сам основной рецепт, который загружен. Далее мы можем видеть сами шаги этой программы, номера этих шагов. И вот здесь мы, когда будем проходиться, то мы можем видеть, что по очереди от 1, 2, 3 и так далее до самого 12 шага все шаги прошли в автоматическом режиме, никаких сбоев не было. Далее у нас показывает уровень в каустической емкости, то есть уровень каустика, уровень в емкости кислоты, производительность, то есть проток, температура подачи, температура возврата, концентрация на трубе обратки, на трубе возврата. Ну и далее мы можем видеть, какие клапаны были открыты или закрыты, в каком они были режиме, в ручном или в автоматическом. Если пройтись по шагам, то первый шаг, вот мы видим, это смена среды, то есть это заполнение водой и выдавливание остатков продукта. Далее у нас стоит циркуляция, в этом режиме у нас промывается буферная емкость, так как в контуре есть пастеризатор, и в нем есть буферная емкость. Далее у нас идет программа заполнения каустиком. И мы видим, что уровень в каустической емкости потихоньку снижается. Красным выделено это то, что мы можем задать алерт в случае отклонения от каких-либо заданных параметров какого угодно процесса. Система может автоматически отправлять сообщение на e-mail. В данном случае это никакой критики нет. Здесь просто для примера указано, что в случае понижения уровня в емкости ниже заданного, система отправляет автоматическое уведомление. Следующий шаг – это шаг циркуляции. Мы видим, что при этом у нас температура подачи стабильная, температура возврата у нас поднималась. И концентрация, мы видим, какого уровня концентрации. При достижении всех этих параметров идет отсчет времени в программе циркуляции на каустике. Следующий шаг мы видим, это шаг выдавливания водой каустика в каустическую емкость. И мы видим повышение уровня раствора каустика в емкости. Далее идет циркуляция на воде, то есть система промывается, и мы видим снижение концентрации в трубе возврата. Следующий шаг – это заполнение кислотой. Смена среды заполняется кислотой. Мы видим, что уровень в емкости кислоты падает. Соответственно, концентрация на трубе возврата повышается. И таким образом, вот шаг номер 9 – это циркуляция на кислоте. Следующий шаг – это выдавливание кислоты в емкости. Мы видим пополнение емкости кислоты. Далее идет промывка холодной водой. И последний шаг –
Это промывка холодной водой с буферной емкостью пастеризатора. Мы видим, что там были остатки кислоты, которые в конце концов вымылись. И остановка субстанции. Вот такая вот простая система мониторинга, абсолютно доступная по цене, может показать, что происходило с нашим оборудованием за любой период времени, вплоть до 3 лет. В случае, если возникают какие-то ситуации, связанные с качеством или сбои оборудования по внешним причинам, мы всегда можем отследить, что у нас было на входе, какие у нас были параметры и что у нас отрабатывало в автоматическом режиме или же наоборот были сбои. Для помощи мы разработали такую опцию, она называется HMI Player. Что она из себя представляет? Она представляет собой копию монитора субстанции, и за любой период времени мы можем отобразить, что у нас происходило с оборудованием, передвигая мышку. У нас дублируется все то, что происходило в тот или иной период времени. При реализации проектов мы всегда устанавливаем систему мониторинга для того, чтобы в первую очередь помочь заказчику в том, чтобы разобраться, если есть какие-то проблемы, но и также, когда оборудование проработает тот или иной период времени, то после его наработки мы возвращаемся к заказчику с предложением об оптимизации тех или иных процессов. Оптимизации могут быть связаны как со снижением времени, так и со снижением затрат на энергоресурсы. Если у вас возникли вопросы по данной теме или же есть заинтересованность в отдельном представлении данной системы мониторинга KeyVisor, обращайтесь к нам, мы с удовольствием вам покажем и поможем в случае возникших каких-либо проблем. Всегда рады общению. Спасибо.